Добрый день, коллеги! Позвольте мне представить вам презентацию лучшей практики работы наркологической службы Кыргызской Республики. Я Бакирова Джилдыз, работаю в Республиканском центре наркологии, являюсь заместителем по лечебной работе. И сегодняшняя моя презентация вот именно о нашей лучшей практике работы. О структуре презентации, как я хотела вам рассказать. Саму презентацию я разделила на 3 части. Это общие вопросы, где я хочу рассказать о направлениях, о правовых актах, о видах, подходах лечения и немного остановиться на статистических данных. Во второй части я хочу рассказать вам программу заместительной терапии. В третьей части расскажу по программе снижения смертности от передозировок опиоидами. Немного хочу рассказать, что представляет собой наша республика. Кыргызская республика – это горная страна, и располагается она на востоке Средней Азии, в центральной части Тяньшани и северной части Памира. Граничит с Казахстаном, с Узбекистаном, с Таджикистаном и немного с Китаем. Площадь составляет около 200 тысяч километров. Столицей является город Бишкек. У нас есть 7 областей и 2 города республиканского значения. Это город Бишкек и Ош. 35 районов и 13 городов областного значения. Население на 2019 год составляло где-то 6,5 миллионов. Денежная единица является сом. Вот на слайде вы видите наш флаг. Это и герб. Немного хочу рассказать о структуре наркологической службы Кыргызской Республики. Как любое лечебное учреждение, любая служба, у нас есть несколько уровней. Первый уровень – это на уровне центров семейной медицины, наркологические койки в составе психонаркологических отделений. У нас находится 45 коек в каждой области: в Нарынской, в Иссыкульской, в Таласской, в Джалалабадской, в Баткенской областях. Это в составе отделений. Находятся у нас еще в районах наркологические кабинеты в 35 районах. Большое отделение на 30 коек в городе Джалалабаде в составе Джалалабадского областного центра психического здоровья. И межобластной центр наркологии со стационаром на 50 коек, это в городе Ош. Это скажем, первичный уровень. Наркологические кабинеты и наркологические койки – это первичный уровень. Наркологическое отделение в Джалалабаде и стационар в городе Ош – это второй уровень. И третий уровень, третичный уровень – это Республиканский центр наркологии, в котором я работаю. Это на 180 коек. Конечно, все мы подчиняемся Министерству здравоохранения и Фонду обязательного медстрахования. Хотела рассказать, какие все-таки направления есть наркологической службы. У нас наркологическая служба проводится на основании 3 видов профилактики. Первичная профилактика, вторичная профилактика и третичная профилактика. Первичная профилактика – это формирование социальной среды, проведение пропаганды здорового образа жизни. Это проводится на уровне, среди родителей, гражданское сообщество. И ответственным здесь все-таки является Министерство образования и местные сообщества. Здесь наша служба, она помогает социальным работникам школ и педагогам, психологам школ. Все-таки им мы читаем лекции, что такое зависимость. А они уже в формате того,
психологического состояния детей могут уже рассказывать им. Вторичная и третичная профилактика – это вот наша основная деятельность. Вторичная профилактика – это то, что мы оказываем раннее, полное, комплексное осуществление лечебных мероприятий наркологической помощи. Сюда еще относится это вся детоксификация, лечение синдрома отмены, программа снижения вреда и медико-психологическая реабилитация. Третичная профилактика – это уже предупреждение прогрессирования заболеваний, их осложнений, реабилитационные программы. В третичной профилактике у нас есть программы, которые связаны с коморбидным состоянием, как туберкулез и ВИЧ-инфекция. Какие же у нас есть правовые акты, регулирующие? Я просто разделила на 4 большие, скажем, группы. Это вот законы, постановления правительства, программы, приказы и положения. Законы – это, естественно, у нас о наркотических средствах, психотропных веществах, закон о ВИЧ-СПИДе, о лекарственных средствах, о психиатрической помощи и гарантиях, об охране здоровья и профилактике правонарушений в Кыргызской Республике. Постановление правительства, то, что касается именно деятельности наркологической службы, это о порядке учета хранения, использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, о психотропных веществах, наркотических средствах, которые подлежат контролю, это вот основные списки, и положение о проведении медицинского свидетельствования на факт употребления алкоголя или других средств, психотропных веществ, о реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности. Есть у нас 2 большие программы, государственные программы. Это государственная программа по стабилизации эпидемии ВИЧ в Кыргызской Республике и антинаркотическая программа правительства Кыргызской Республики. Приказы и положения, конечно, на каждую программу у нас есть ведомственные приказы Министерства здравоохранения, а также есть у нас совместные приказы с службой исполнения наказания, с фондом обязательного медицинского страхования, с Министерством образования и, конечно, подготовлены положения, стандарты, клинические руководства и протоколы. Основные направления работы здесь я сгруппировала на 7 основных пунктов. Это первая — координация и методологическое руководство всеми структурными подразделениями республики. Разработка правовых актов, которые регулируют деятельность на основе доказательности. Оказание лечебной помощи в стационарах и амбулаторных условиях, консультационная работа. Республиканский центр наркологии также проводит руководство и реализацию программ снижения вреда, реализация программ реабилитации, профилактики рецидивов, работа превентивной направленности, о которой я говорила, это первичная профилактика, наркологическая и судебно-наркологическая экспертная работа. Виды лечения у нас какие есть, какие представлены. Это детоксификация. Детоксификация мы занимаемся лечением состояния отмены как стационарно, так и амбулаторно. У нас есть краткосрочная детоксификация аналогами опиатов для лиц с зависимостью от наркотических средств, амбулаторная реабилитация, комплексное предоставление услуг ПИНам и с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией как единое окно, программа снижения вреда, профилактика рецидивов, программа снижения смертности от передозировок и пунктная обменность шприцев. Подходы. Подходы у нас, как и любая служба медицинская, это должно отображать доступность услуг, добровольность, конфиденциальность, право на анонимность, мультидисциплинарный подход в лечении с использованием методов доказательной медицины и оплата услуг наркологической службы согласно программе госгарантий.
А лечение у нас есть два вида. Это анонимное, то есть они могут не сообщать фамилии, мы можем зашифровать его. И если у него неотложные состояния, такие как психотические нарушения, как делирий или судороги, то здесь уже врачи обязаны поставить на учет, так как это считается уже ургентное состояние, и он должен быть поставлен на учет. Здесь немножко я расскажу о том, что такое все-таки наркологический учет. Наркологический учет – это те лица, которые выставлен диагноз синдром зависимости. И с 1976 года у нас этот наркологический учет ведется. Здесь дана информация на 1 января 2020 года. Если взять весь наркологический учет у нас, то 20% это люди составляют с зависимостью от психоактивных веществ, наркотических средств, и 80% это люди, с алкогольной зависимостью. Конечно, вы видите, что в городе Бишкек у нас 44% составляет, Чуйская область 20%, Ошская область 12%. Ну, видно, что в крупных, где находится очень большая скученность, здесь, конечно, зависимость больше. Также хочу сказать, что немножко различаются лица, состоящие по полу. Среди алкогольной зависимости 12% составляют женщины, 88% составляют мужчины. От наркотических и ненаркотических средств это 6% женщины представлены и 94% мужчины. Ну, вот здесь диаграмма за последние 10 лет. Вы видите, что наркологический учет и лица, которые с зависимостью от наркотических средств, вот здесь только наркопотребители здесь отображены. Вы видите, что вот в 2011 году у нас было небольшое увеличение, и потом все вот за последние эти года идет снижение. Снижение и инъекционного потребления идет, и немножко снижение и доли женщин. На наркологическом учете 62% это лица с опиоидной зависимостью, 30% с каннабисной зависимостью. В последнее время немножко увеличиваются лица с сочетанными и с летучими веществами.